Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада представить вам мой новый сборник, посвященный крупной форме. Две вариации и соната в 3 частях вошли в этот сборник. Мы, фортепианные педагоги, уделяем большое внимание изучению самых различных музыкальных форм. Дети знакомятся с 1 класса с двухчастной формой, с трехчастной, а также вариациями, и позже приходят к классической сонатной форме. В моей фортепианной школе во 2 томе уже есть несколько вариаций, с которыми дети могут познакомиться. А также первая часть моего фортепианного концерта номер 3 написана в сонатной форме. Форма сонатного аллегро. В этом сборнике 4 концертных пьесы соло, есть также вариации на украинскую тему. И новый сборник посвящен только крупной форме. Соната состоит из 3 частей, и первая часть написана в форме сонатного аллегро. Я придерживалась в своей сонате строгих классических канонов. Здесь вы можете найти и главную партию, и связующую, и побочную. Небольшая разработка есть, и реприза. На основе первой части этой сонаты ребенок готовится к познанию уже венских классиков. Главная партия в сонате очень бодрая, энергичная. Связующая партия очень полезна для изучения игры терциями, уже двойными нотами. И нежная побочная партия, в которой ученик должен придерживаться основного темпа. Это и есть главная задача в сонатном аллегро. Все исполнить в одном темпе. Также есть и заключительная партия, и маленькая разработка, и в репризе побочная партия находится в основной тональности. Вторая часть – это маленькая серенада, и она посвящена полиритмии. Небольшая полиритмия присутствует в этой части, и ученик впервые знакомится с ней. Ронда. Как правило, мы видим в произведениях классиков не совсем строгие канонические ронда, которая есть, допустим, в пьесе к Элизе Бетховена. Но для того, чтобы сыграть эту пьесу, ученик должен еще дорасти до нее. Поэтому эта ронда представляет собой прекрасную возможность изучить эту форму, которая написана абсолютно в классическом стиле. А-часть, Б-часть, еще раз А-рефрен, потом идет С-часть и опять рефрен. И дальше идет Б-часть. И так далее. После рефрена идет новая тема. Следующая крупная форма, с которой ученик знакомится в этой книге, это вариации на тему Диабелли. Очень простая тема, и вариации, которые из нее вылились, написаны в самом различном жанре. Это может быть вальс, Лендлер. Это может быть танго.
последняя вариация – это финал. И здесь колокольный звон. Предвещающий праздник. В следующей вариации я придумала на тему Ван Халя или Ваналь, практически неизвестная сонатина его, и тема звучит так. И дальше я немножко поиграла с этой темой. Мне бы хотелось в этих вариациях познакомить ученика с замечательными композиторами, венскими классиками, это Моцартом и Бетховеном. А также вы услышите имитацию, стилизацию ноктюрна Шопена, до минор, мой любимый ноктюрн. И в конце я опять обращаюсь к своему любимому Баху и стилизую в его манере. Первая вариация посвящена Моцарту. И в конце вы услышите знакомый мотив Папагена. В стиле Шопена, конечно же, поиграйте ученику оригинал, чтобы он услышал, к чему ему нужно стремиться. И, может быть, вы заразите его любовью к этой чудесной музыке, и он через несколько лет сможет исполнить это шедевральное произведение. Ну, если вы поняли, о каком ноктюрне я веду речь, это и дальше идет стилизация под лунную сонату, под Бетховена. И самая последняя вариация написана в стиле современного поп-рок жанра. Конечно, вы узнали сонату Бетховена. И тоже вы можете познакомить ученика, сыграв ему эту чудесную сонату. И так далее, да. И в конце вы услышите маленькую цитату Баха. Ну и, конечно, знаменитое окончание, которое очень часто встречается в органных произведениях Баха. Я надеюсь, что эти мои произведения вдохновят не только педагогов, но и учеников к изучению классики, романтики. И через мои произведения они придут к шедеврам мировой классики.